Всем привет! Обзор сегодня про необычный сварочный аппарат. Аппарат электродуговой сварки. С виду казалось немного громоздким, хотя в руке вес ощущается не так много и с виду, казалось бы, такой игрушечный аппарат все-таки показывает прекрасный результат. Действительно варит, отлично держит нагрузку. Сейчас посмотрим все возможности данного аппарата, а начинать будем обзор распаковки. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Поставляется вот такой скромной упаковке. Габариты упаковки можете видеть у себя на экране. И сейчас заглянем и в комплектацию. Внутри встречает первое это руководство пользователя, к сожалению, только на одном английском языке. Видим две модификации варианта исполнения. Для модели 90X питание переменного напряжения имеет значение 110 вольт, и модификация 120X специально для наших стандартов под 220 вольт. По идее 230, хотя в обоих случаях есть допустимое отклонение в пределах 15% плюс-минус. Грубо говоря, работает в достаточно широком диапазоне в коридоре от 190 до 250 вольт. И частота в обоих случаях указана по 60 Гц. У этой модели более высокий входной номинальный ток 37 амперов. Это из-за того, что более низкое входное напряжение, и здесь уже номинальный ток достигает 22 ампера. Ну и напряжение на выходе 70 и 65 вольт соответственно. А вот выходной ток смотрим здесь. Максимум только до 90 амперов, тогда как второй аппарат способен развивать ток до 120 амперов. Рабочее соотношение здесь в обоих случаях по 30%, это при температуре 20 градусов. Ну и коэффициент полезного действия 85% энергоэффективности, тоже относительно неплохой показатель. Ну и остальные параметры, класс и степень безопасности. Ну и ценные параметры для начинающего пользователя. В зависимости от диаметра сечения прутка можем ориентироваться на эти примерные показания тока. А так, электроды сечением более чем 3 мм лучше избегать, чтобы не сокращать срок службы данного аппарата. Далее видим вот такую сумку для удобства хранения и транспортировки. Сшито все аккуратно и на ощупь вроде как все сделано из достаточно прочного материала. Далее идет вот такой зажим, тоже сделано из достаточно крепкого материала. Пружина имеет довольно тугой ход, и для надежной фиксации заготовки ширина хвата примерно 25 мм. И если можно верить, сечение провода здесь в 12 квадрата, а вот красного цвета провод здесь все-таки имеет лишь покрытие. Провода достаточно эластичные, но навряд ли это настоящая резина, поскольку паяльник все-таки оставляет следы, и разъем, который здесь применяется, можете видеть какой стандарт и диаметр этого сечения. Ну и длина такого провода достигает чуть менее 1,6 метров. Далее в комплекте крепление для фиксации электрода. Не нужно никакого приспособления, все закручивается вручную. Ну и примерно такой диаметр сечения. Ну и сам блок управления. Также можем видеть, для надежной транспортировки есть отличное уплотнение, и проехав достаточно длинный путь, как видим, отличная целостность и сохранность инструмента. Ручка, как видим, имеет отличную эргономику и лежит в руке как влитой. Но при этом, несмотря на габариты, нет никакого ощущения тяжести. Но для общего представления он все-таки значительно тяжелее промышленного фена. По качеству изготовления все вроде сделано достаточно добротно. На обратной стороне есть вентиляционная решетка, где просвечивается вентилятор. Происходит постоянное принудительное охлаждение начинки. В передней части также есть перфорация для потока воздуха, и из органов управления единственный регулятор на приборе, с помощью которого регулируется и ток, и происходит включение и выключение устройства. Поначалу казалось, что есть еще вот такие две кнопки, хотя здесь, кажется, это индикаторы отражения хода работы.
Рукоятка на первый взгляд смотрится все очень эффектно, но, к сожалению, это не резиновые вставки, хотя держать на ощупь было бы вполне комфортнее. В упаковке, оказывается, остался еще такой переходник, как можем видеть, деталь, куда, собственно, и крепится электрод, и диаметр отверстия чуть более 3 мм. Также можете видеть примерные размеры аппарата. Он даже не такой большой, как пневматический гвоздезабивной инструмент, хотя по размеру чуть больше среднего шуруповерта, но по весу, возможно, даже будет немного легче. Попробуем заглянуть и в начинку прибора. Видно, что торопились при сборке пайки, но при этом видим попытки отличного усиления дорожки. Обязательно это все исправим, чтобы при постоянной эксплуатации стабильно мог держать заявленные параметры тока. На сборке, как можем видеть, применяется мощный выпрямительный диод, каждый который позволяет коммутировать ток до 30 амперов. Провода, по которым течет большой ток, дополнительно, как видим, защищается стеклотканью. Рукоятка на входе имеет мощный провод для массы и входной высоковольтный провод с сечением 2 на 1,5. Спереди расположен мощный дроссель, и такое максимально близкое расположение катушки индуктивности к нагрузке позволяет уверенно зажигать дугу даже на холодном новом электроде. И крайне редкое залипание будет особенно полезно для начинающего пользователя. Качество пайки также здесь отличное, есть и маркировка компонентной базы, ну и нет никаких следов канифолии. Все сделано достаточно аккуратно. Сбоку можем видеть несколько построечных резисторов, ну и максимально плотно расположенные радиаторы и хорошо продуманная система охлаждения. И размер вентилятора порядка 6 на 6 сантиметров. Видим дополнительное предупреждение напряжения, ну и такая нормальная розетка специально под наши стандарты розеток. Хотя на проводе сэкономили, ток заявленный 16 ампер, тогда как аппарат позволяет пропускать максимум 22 ампера. Ну и длина такого провода 1,5 метров. Первое включение. Появляется шум вентилятора, хотя не такой и громкий. Напряжение холостого хода смотрим 58 вольт. Чувствительность регулятора не очень высокая, хотя при желании, как видим, можно установить необходимые примерные параметры тока. Прежде чем начнем варить, сперва фиксируем данный элемент на свое место. Точно также вращением фиксируется и провод массы. Теперь такой пробный первый тест. Как видим, попытки абсолютно ничего не прилипает, и теперь смотрим, насколько хорошо будет держать дугу. Первый образец с помощью электродов 3 мм и ток примерно 95 амперов. Ну и такой вроде как неплохой результат. Для бытовых целей, конечно, такой вполне себе годный легкий аппарат. И как видим, сам принцип сварки здесь варит очень даже неплохо. Сейчас с помощью измерительного оборудования проверим соответствие токов. Для начала устанавливаем ток в положение 80 амперов и смотрим на фактический результат. Видим, токи почти соответствуют, хотя зажигание дуги местами не так все гладко, но для сечения в 3 мм и с различным типом покрытия электрода все-таки надо более точно подбирать параметры. А так, даже на таком низком токе видим уверенное зажигание дуги.
Сейчас все то же самое будем повторять с параметрами тока 100 ампер. Здесь смотрим уже идеальное зажигание дуги, нет никаких пропусков, но и даже по звуку горения можно понять, что действительно очень хороший контроль дуги. На 100 ампер зажигание без каких-либо залипания, более теплоемкие заготовки, как видим, отлично варит. Не знаю, как аппарат покажет на непрерывные и длительные периоды сварки, хотя как минимум для таких целей здесь напрашивается заменить нормальные медные провода, но опять же это не тот инструмент для больших токов, для резки. И что касается удобства пользования, стоит, конечно, один раз попробовать, и варить каким-то другим инструментом больше не захочется, у кого особенно опыт с электродуговой сваркой. В целях поддержки развития канала делитесь нашим видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!